Я заснял, ребята! Вау! Вот такая бухточка в Анталии. Вот это все старый город, где мы и ночевали. А мы поднимаемся выше. Aí na plage, pio juice orangear, тоже pio juice orangear. Стрёмно, капец. Ехать по такому туннелю. Страшно, очень страшно, просто охерел. Вон эти фуры, эти машины носятся. Ход. Жарко. Where you go? Going Khmer from Timur-Bridge. Анталия. From Antalya to Khmer. Он с Бодрума в Каппадокию едет. На сумочках, ортлип, все дела. Обычный рабочий английский класс. Такая встреча приятная. Это, кстати, наша первая встреча велотуриста с дикими обезьянами. Остановились в кафешке. Фаек решил взять по пиву. Да, и у него, кстати, новая кепочка Ван Ризел. Ну-ка. Опа. Вот что значит, когда в Беларуси нету Декатлона, а вот Декатлон есть в Турции. И, ну, дорвались пацаны до Декатлона. Поднимаемся в подъемчик. И тут девушка на велике. Уже второго туриста видим. Тоже едет, ищет место для ночлега. Hello. Едет, карабкается потихонечку. Мы поставили вот палаточки. Наконец-то мы остановились на пляже. И мы идем купаться. А тут ребята, опа, воду греют. Нормально. Хороши нынче карьеры под Заславлем. Чувствуется соль солигорская. Солененько. Жарко сегодня было. Спальником просто накрывались. И сейчас уже припекает. Через палатку солнышко. Фрукты какие-то созрели, ну, бибы называется. Так вот сушим вещи. То есть вот какие-то кустики так положили, солнышко светит. На улице уже жарко. Что, холодно, да? Ё-моё! Как горячо, чувак! Во, апельсины. Какой-то такой странненький. Плюс они, возможно, вот эти еще не дозревшие, он твердый какой-то. А можно, да? Не, нельзя. Потом попробуем. А сейчас едем в городок, здесь рядышком. Уже хочется позавтракать, а то мы сейчас без завтрака. Дикие собаки. Дикие собаки. Собака один. Огород ограбили. Ну, ограбили огород. Проехали 26 километров, такой какой-то очень сильный подъем на 8 километров. Плюс мы выехали поздно, в районе в час, наверное. С 2 часов начинается самая жара. Так поплавились, устали.
Идем по городу Олимпус. Заплатили за вход 10 евро, потому что других путей нету. Возвращаться в подъем вообще неохота. У меня вообще сегодня сил нет. Просто нету сил. Пока вы это самое, я это самое. Ну и постоянные подъемчики тут по километров от 4 до 9. День сегодня говно в целом получился. Ну что, это я. Спуски красивые, конечно, опасные, пипец. Я сегодня чуть в тачку не влетел. Чудом, короче, увернулся от нее. Вылетела на повороте. Я чуть-чуть заходил с большим радиусом. Опять скрипит большое седло. И ветер холодит былую. Куда вас, сударь, к черту занесло? Мы на этой веселой ноте заезжаем в Финики. Сначала мы целый день мучились в подъемы, а потом у нас плоскач, и мы даем полного жару. Ора! Наступний припинок. Лоше Кока-Кола стейшн. Поплыли, пацаны. Он просто байкпакинг снял, поэтому... Заселились в гостишку. Все шикарно. У нас тут комната раз, комната 2 и, конечно же, выход на балкон с видом на море. Ну и вот с этими штучками, чтобы мы сегодня повесили наши постирушки. Сколько мы сегодня проехали? 68. Набор там под 1100, наверное. У меня, например, по Гармину 929. Вот. Ну, короче, у нас тут у троих все разнится, ну, примерно под 1000. Такой джан. На момент трагедии ей было 17 лет. Это был ее третий поход. Доброе утро, ребят. Едем в сторону Демре. До них там в районе 30-ки. Налегке, спокойненько едем. Не спеша. Зачем скидывать эти мемы, когда мы в путешествии? Мне тоже самое. У меня интернет ограничен. Какие мемы смотреть? Мы смотрим на виды, мы смотрим на горы. Ребята, не скидывайте нам мемы, мы их не смотрим. Мы в путешествии. Едем по побережью. Дорога просто великолепная. Такой серпантинчик. Здесь есть кафешки. Очень уютные по бокам. Сегодня все равно на расслабоне, на чиле. Поэтому никуда не спешим. Вот с таким вот видом едем. Turkish coffee and three orange fresh. Orange Fresh. Orange fish? Yes, three. Three. 1, 2, 3. Yes. Чисто наслаждался. Но все равно 27 километров, что лететь? Кофе, сладость и вот растения. Жаль, что не марихуана. Подождите. Ты берешь рахат луком, закидываешь и запиваешь кофейком. Вообще прикольно. Наркотики — это зло. Пользуйтесь. Это у нас тут цветы свежие, это вот как orange juice. Мы что ли отдыхаем хотя бы когда? в отпуске, мы в отпуске. Да убери ты телефон, съемка видео запрещена. Сегодня за 120 гривен. То, что вход в Олимпус. За 10 евро просто Олимпус. Просто прошли транзитом за 10 евро. Просто десятку так вот на держи, на этот сонному этому охраннику. Заехали в городок Демре. Сначала идет промзона с вот этими вот теплицами. Так всегда начинается турецкие городки. У них тут что-то, какие-то ягоды, фрукты, помидоры. Мы доехали. Большая достопримечательность. Сейчас будем покупать билеты, ходить смотреть. Время у нас позволяет. Это Ликийские гробницы, городок в скалах. Билет вроде стоит 13 евро. Раз, два, три, смотрите. Слава богам.
Давайте, сударыня. Немножко затянуло тучками какими-то такими. Не жарко, просто великолепно. Мы очень довольны, что посетили. По поводу мусора в Турции. Вышел мужчина, открыл какой-то бургер и просто вот так вот кинул бумажку на улицу. В горах, везде бутылки, везде все. Вот, достаточно грязно, но в туристических местах, где там пляжи, отели, все это убирается, потому что, естественно, надо же туристам показывать красоту, а где уже обычные люди живут, такого нету. Ну и мусорок много нету, люди просто вот берут, вот так вот выходят и выбрасывают на улицу. И это я не впервые замечаю здесь. С мусором здесь такие вот вопросики. Хотели в одно место, но оно там прямо вот там на горе. Подъем дикий, мы такие посмотрели на него. Не, ребятки, мы сегодня туда не поедем. Тут вот яхты. Тут верфь, люди здесь отдыхают. Короче, там ресторанчик, здесь какие-то душ, туалеты. Вот такое вот место здесь. Заплатили мы примерно 12 евро с человека. О! Собаки. Расставили палатки. Идем смотреть на бухту. Капитан петушиных войск. Походили, погуляли, попили кофе, а сейчас сидим вот возле костра. Славик сейчас участвовал в боях собак. Какая-то большая здоровая собака накинулась на маленькую вторую. Славик оказался в гуще событий оказался. Меня чуть не размотали. Его сейчас чуть не размотали. Но на самом деле стрёмненько такой моментик. До завтра, ребят. 4 часа утра кто-то выпустил петуха, и он прям под нашими палатками здесь устроил типа кукареку. Потом здесь какие-то птицы. У-у-у-у. Вот они до сих пор укают. Потом здесь начали эти собаки драться. Такой зоопарк здесь был. Весело. Под утро хотелось немножко тишины, а он тишину не устроил. Петушара тут вообще каждые 5 минут тут кукарекал. Уже собрались, позавтракали, все, едем сегодня до Каша. У нас 50 километров. Сейчас будем переодеваться и уже двигаться туда. Вон там бухточка. Видите, вдалеке, вот там мы где-то ночевали. Подъем дикий, конечно. Ну, что поделать. Только такая дорога. Нормальная разминка. На всю дорогу вперед. Ребят, даже мишки не выдерживают. На, чувак, рви. Вкуснятина. На пути к Кашу тут подъем. Ребята куда-то вперед умотали. Был бы вечер, конечно, было бы легче ехать. А так еще жара, пекло. Я в каждом тенечке останавливаюсь. Да, виды здесь красивые, согласен. Но то, что здесь надо пахать. И надо быть готовым к большим подъемам и к большим горам, это точно. В таких велопутешествиях маршруты строить там по 30, по 40 километров. Если вы хотите еще что-то посмотреть и достопримечательности, то это точно 30-40 километров. Не больше. Потому что больше вы ничего не посмотрите, вы просто будете уставать, как дикари. Карабкаемся все вверх. Подъем длится 13 километров. Ни одной колонки с водой. Хотя показывали, колонки есть. Вроде там по картам написано, что и вроде есть какие-то колонки. Но я их вообще пока не встречал. Я ребят встретил наконец-то. Говорят, стоят, ждут меня 20 минут. Сколько там набора? У меня 935 за 33 км. Короче, почти 1000. За 30 километров. Не, ребят, до Каши мы долетим на лайте. Спокойненько едем. Славик еще сторисы выкладывает, бля. Я думаю, вообще, что ли, с ума сошел, блядь. Я только лайкаю. Ну, я просто стоял в тенечке, отдыхал.
Макс там живой, не живой, он говорит, ну 45 минут назад лайкал, я говорю, ну 45 минут назад был живой. Да, и, ребят, езжайте в Турцию, берите с собой велосипед, отдыхайте, получите наслаждение. О, отдых. Отдых супер. Всем рекомендую, короче. Это он не по Полесью ездит здесь, по прямому. Заправочка. Купили по марже. Альгида, вот это вот они. Видите? Это типа ихние мороженое. Очень, кстати, вкусное. Их не я. И пофигу, ихние. И вохнее. Сейчас 10 километров спуск будет. Въехали как бы в Каш, уже типа по знакам. Здесь есть смотровая площадка, с которой очень открывается красивый вид. Сейчас будем глядеть. Ради чего мы 14 километров в гору ехали. Вот это ничего себе! По этой дорожке вон туда, вниз спускаться. Спускаться тяжелее, чем подниматься. Вон тут такие уклоны. Я лично спускаюсь пешочком. У нас сегодня просто день сюрпризов. Сначала Сначала день подъемов 14 километров, а потом вроде бы гостиница рядом, но спуск здесь просто, я не знаю, здесь это сразу в море сразу туда. Чтобы вы понимали, под каким углом мы идем. Уклон 26,5 градусов. Заселились в гостиницу. Мы сами в кашу, и мы в каше. 3 кровати, как бы ничего нам больше ничего не надо. Да, нам только главное, что вот душ. Есть ты у меня. Там. Сейчас откисаем пока чуть-чуть, а потом идем вечером уже гулять. Сколько членок красивых. Камера видеонаблюдения. И съемка видео запрещена. Ты кто? Нашли турнички. И Славик решил сделать отжимания на брусьях. О, пошла жара, пошла. Лайтвейт. Все, прекращаем, у меня сейчас пленка на камере закончится. Здесь есть какой-то заброшенный аквапарк. Решили туда прогуляться. Классная локация. Баскетбольная площадка с видом на море. Короче, сейчас пойдем проверим это все. Нашли этот аквапарк. Вот здесь есть лаз. Сейчас будем залазить. Опа, сейчас. Здесь вот еще один такой проход. Никогда на таких больших заброшках не был. На заброшках, естественно, находился, но вот на таких больших, таких классных нет. Скатиться бы сейчас с горки.
необычное ощущение спускаться по вот такой вот горке пешком. Немножко стремноватенько, но надеюсь, я дойду. Все, и плюх в бассейн. Паспорту! Три ключа! Ты как же без писюнов, как бы на заброшках, да? Писюн-то знак, правильно? Знак ракеты. Просто ракета с яйцами. Это ракетоносец. Это пойдет в эфир. Так, находимся в отеле Аквапарк Хотел. Будьте добры, бутылочку Карлсберга. Вы сначала паспорт мне предъявите. А я потом. Бутылочку пива вам? Карлсберг, у вас есть свет? Да. Лагерочек хочется. Хорош. Смотрите, какая красота. Вот это я понимаю. Бразильский андеграунд. Сегодня достаточно ветрено, и волны тоже достаточно большие сегодня. Я снял, ребята! Я попытался вам как-то передать, но просто масштабы. Вот он, вот это все, это весь комплекс. Оп. И вот это море сегодня с этим ветром, с небольшим штормом. Это просто потрясающе, просто потрясающе. Выскочили с аквапарка, хотел вам просто надпись этого показать. Охранный пост, и вот сама надпись: Аквапарк Хотел. Правда, здесь уже мусорки стоят. Хорошо, что все огорожено колючей проволокой и забором, и надписи, что не залазить. Но нас это не остановило. Опа, менты. Здрасте. I don't speak Turkish. Пока идем до номера, вот здесь остановились на лавочке посидеть немножко. И сзади меня, видите, женщина на байке. Вот, мы, короче, ее обгоняли. Тоже ездит, ищет место для ночлега. Hello. Она нас узнала, короче, это сказала подъемы. Подъемы. По говору как-то определили, что она может быть. Да, мы великие лингвисты, конечно, мы со своим тут не особо разобраться можем. Кружок лингвистический был. Предположили, что из Америки. Но это вообще не точно. Это просто как пальцем в небо, да. Сегодня у нас 13 мая, 12:40. Прошла вторая ночь в городе Каш. Доехать до Фетхи. В Фетхе мы хотим собрать вельчики в коробке и оттуда трансфером доехать до аэропорта в Даламан. Выехать с Каша проблем, потому что город Каш находится в низине, автовокзал находится сверху. 6 километров идти в гору пешком вообще не варик. Дали клич, откликнулась какая-то девчонка, сказала, что она едет в Каш на машине и она готова там подкинуть. Идем гулять, ждать 2 часов, она в 2 часа должна приехать. Планы бананы. Да. Опять начинается этот геморрой. Сначала с аэропорта, потом в аэропорт. Да. Нету гарантии, что влезет в машину, нет гарантии, что кто-то приедет, что что-то не отменится. Это не один, не два велосипеда, это 3 От велосипеда. этого может вся логистика посыпана. Ты цену не знаешь заранее. Я не повезу, но если заплатишь 1000 лир дополнительно, то мы впихнем. отвезу вас эти 2 километра подвезу. Конечно, все ты не просчитаешь, но вот такие нюансики надо знать. К этому нужно быть готовым. Ну, я не советую таким заниматься. Это отнимает силы, Очень много времени и силы. нервы и деньги, соответственно. Пальма де Майорка. Ребята, а вы когда-нибудь видели собаку с золотой цепурой? О, это это.
заплатили за такси $30. Заднее сиденье сложили, мы все влезли, и все шикарно. Велики вот так вот. Сейчас мы все это соберем. А та девчонка не отвечала, сама вызвалась, сама и пропала. Мы решили действовать, сколько можно было бы ждать, да? Непонятно. Подошли к такси, все взяли, все сделали, и все чики-пуки, мы сейчас на вокзале. Сначала нас попросили запаковать велосипеды, но у нас никакой запаковки не было. Потом мы сказали, что мы можем разобрать велосипеды. Они сказали, окей. Вроде бы компания одна, но у каждого водителя свои какие-то требования к перевозке велосипедов. Потрясающе красиво. Мы разбили со счета какой день. Заселились вчера в гостиницу с бассейном, с завтраком. Мы в городе Фетхе. Номер у нас примерно вот такой. Короче, 3 кровати, ну стандартно. Ничего необычного. Тут есть какой-то супер-пупер магазин заряженный. Поедем катать. Мы выехали на велодорожку на пустых великах, ребят. Пустой велосипед, и он реагирует на каждое движение. Скорость уже 25, и ты такой едешь спокойненько, вообще на расслабоне. А вот и Atlas Pedal. Вот наш веломагазин здесь. Нас радушно встретили русскоязычные чувачки. Илюха начал тут на английском им что-то объяснять, а он такой, можно по-русски. Он такой, молодой человек угостил вот кофейком. За наши деньги. За наши бабки. Договорились по поводу коробок, что мы у них тут запакуемся. Нам тут подсказали какие-то маршруты в Фетхе, чтобы мы проехали. Короче, сейчас поедем кататься. Место достаточно приятненькое. Тут площадочка, кофе. И вот там тут. Купили носочки, сувенирчик такой себе. Славик смотрит на Бьянки. Потрогайте здесь, а теперь здесь. Это карбон, грубо говоря. У меня такой же Challenger X, как у меня. Один в один. Вот еще один Бьянки. Попили кофе, пообщались с этим мужичком и со вторым, который на русском, и с третьей там девушкой, которая вау, вы откуда, куда, чего. Ну вообще супер. И едем на полуостров, там есть какие-то пляжики. Шикарно, ребят, шикарно. Наборы легче идут. Разы. Опа. Красота ли, да? Здесь, да. Зеркало, блядь, и баранат. Нашли пляжик. Здесь стандартный гравийный спуск. Велосипед в руки и спускаемся. Главное смотреть, чтобы ноги не подвернуть. А то на этих камнях, в контактах, вот так вот нога вправо-влево, и все потом. Идем купаться, наконец-то. Лягушатник. А, ну чисто вот батя в Египет повез. Годзилла из воды. Орангутанг какой-то. Ну пипец, это эти камни вообще ужас. Поранил чуть-чуть. Вот, ну сейчас оно подсохнет все и все будет шикарно. Едем за очень вкусной штучкой в кофейне. Вчера ребята ее пробовали, я нет. Вот я очень хочу такую. Батя показывает камень. Нет. Ну, не получилось, не фартануло. Не фартануло. Грэвел пляж, потому что вот такой вот подъемчик с небольшим градиентиком. Ну ты, Славик, можешь поехать. Заряд бодрости и энергии. Вау! Вчера ребята здесь пробовали за вкусности, им очень сильно понравилось. И здесь вот такой вот вид классный. Опа! Сидишь и просто любуешься морем.
Потрясающе. 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 Потряси. Отлично. Вот такие вот десертики приносят. Раз я промахнулся. Приятного нам аппетита. Ощущение, что я и завтра сюда вернусь. Я по-любому, если понравится. Оно не может не понравиться, если так сказать. Был с утра 15-й день. Как сегодня прошел день? Мы встали и устали, да. Встали и устали. Пошли гулять по городу Фетхи. Хотелось бы выжить. Полируем пешеходную дорожку. Велосипедную уже не полируем. Макс хочет кое-что другое полирнуть, но не в этом выпуске. Здесь есть такая, типа, как водное такси. Оно недорогое, мы просто хотели прокатиться на кораблике. Конечно же, мы вернулись в наш веломагазин. Очень сильно рекомендую. Даже просто попить кофе, съесть вкусный кексик, пообщаться. Ну, там просто классное место. А для велосипедиста это будет просто супер. Запаковали все четенько. Велосипед сложен, рули тут не раскручивали. Спустили немножко колеса, сняли переключатель. Коробки, кстати, намного меньше, чем мы, когда ехали сюда. На мусорке нашли вот такую карабасину. Сюда мы засунем наш весь груз, который не влезет в коробки. Собираемся и едем уже домой. Отдыхались, наездились. Я, если честно, очень доволен. Официальное обращение байкпакеров. Мы проехали 570 километров. Набор под 8000 общий получился. Любите котиков, гладьте траву. Будьте добрее. Главное не нюхайте траву. Пейте черный кофе. Можете молоком запить. Тупо. Просто. Неудавшиеся кадры, типа, знаешь, там. Не, нормально, вот это самая тема.